Здорово, ребят. Меня зовут Кирилл, и я хочу рассказать вам историю о том, как я поехал к девушке, с которой общался 2 года по интернету, и не сказал ей об этом. Там были слезы, крики, радости и снова слезы. 2 года назад я познакомился в ВК с девушкой из Киева. Ее звали Вероника. И мы начали активно общаться. Сначала переписывались сутками, а потом перешли на телефонные звонки. Мы могли разговаривать всю ночь и до утра, и не замечать этого. Уже через месяц она стала для меня самым близким человеком, понимаете? Девочка, которую я даже в глаза не видел, смогла стать родной. И тут я понял, что влюбился. Но начинать отношения нельзя было, потому что я знал, что любовь в интернете до добра не доводит. И я дал себе обещание, что когда-нибудь я Веронику обязательно увижу в жизни и скажу ей о своих чувствах. Прошло где-то 2 года с того момента, как мы познакомились. Мы до сих пор ни разу не виделись и продолжали общаться в интернете и по телефону. Было много ссор и разногласий, но мы все равно смогли остаться самыми близкими. Я заканчивал колледж у себя в городе, и мне нужно было ехать подавать документы в университет. А он находился в том городе, в котором живет Вероника. Вы не поверите, насколько я был счастлив, когда узнал, что уже через неделю я ее увижу. Понимаете, увижу! Я понимал, что это будет наша первая встреча, и я хотел, чтобы она произошла как-то по-особенному и необычно. Я принял решение, что не буду Веронике говорить о том, что приеду. Сделаю, так сказать, мега-сюрприз. Я знал адрес, где она живет, поэтому найти ее мне труда не составит. И вот, настал тот день, когда я сел на поезд и отправился к той самой, о которой думал каждый день в течение этих 2 лет. В поезде я ехал весь на улыбке. Люди смотрели на меня как на сумасшедшего. Мне надо было ехать всю ночь, но уснуть я так и не смог. На утро я был уже в Киеве. Для меня это было что-то необычное, новое и большое. Я не терял времени, вбил в Google карты адрес и сразу поехал к Веронике. Сказать, что я ехал, нельзя. Я летел. Чем ближе я приближался к ее дому, тем больше волновался и переживал. Не знаю почему. Хотя нет, знаю. Потому что буквально через час я увижу Веронику. И вот я приехал к ее дому, подошел к подъезду, но пока не входил. Главной трудностью было это знать, когда она выйдет из квартиры. Но хорошо, что перед тем, как уезжать, я спросил у Вероники, какие у нее планы на этот день. Я боялся, что она что-то заподозрит. Но все прошло нормально, и Вероника сказала, что в 12:00 она будет идти по магазинам. То есть, мне надо было быть у нее под квартирой раньше 12. Я подъехал к 11. Получается, у меня еще был час в запасе, но чтобы не рисковать, я решил сразу подняться на ее этаж и там переждать. Я подошел к ее квартире, и у меня внутри все горело. Руки тряслись. Я понимал, что за этой дверью сейчас находится та самая девушка, которая стала частью моей жизни, и уже через час я ее увижу. Чтобы хоть немного скинуть волнение, я сел на ступеньки и начал смотреть разные видео на YouTube. Как раз пока жду, хоть как-то развлекусь. До 12 оставалось 5 минут. Я весь горю. Щеки красные, руки трясутся. Я пару раз уронил телефон. Но это все мелочи с тем, что должно было произойти. Я смотрю на дверь и жду, пока она откроется. На часах было 12. Но никто не вышел. Я продолжал ждать. А мало ли она просто одевалась еще. Я так простоял где-то 40 минут. Время подходило к часу дня. Я уже опустил руки. Я подумал, либо Вероника вышла раньше, либо она вообще не выйдет, и мне придется ей просто позвонить по телефону и сказать, что я приехал. Это вроде тоже как сюрприз, но мне хотелось по-другому. Я пошел опять сел на ступеньки, с грустным и безнадежным видом. Надел наушники и опять начал смотреть видео, чтобы хоть как-то скрасить ситуацию. Я сижу на ступеньках и вижу, как прямо передо мной проходит молодая девушка. Она шла за руку вместе с парнем. Я посмотрел в ее глаза и увидел там Веронику. Она целовалась с этим парнем. В этот момент я себя чувствовал, как будто на меня упала фура, и я лежал под ней. Я не мог понять. Еще 2 дня назад она мне писала, что если бы я был в Киеве, то мы могли бы встречаться. А теперь я смотрю, как она целуется с другим человеком. Смотря сейчас на Веронику, я вижу в ней чужого человека.
Хотя 10 минут назад она была для меня роднее всех родных. Я не знал, что мне делать, и единственным решением было просто уйти оттуда. Я встал со ступенек и просто пробежал мимо них. Я до сих пор не знаю, узнала ли Вероника меня тогда или нет, и скорее всего не узнаю. После того самого дня я не писал ей больше. Вероника где-то неделю пыталась выяснить, что происходит, а потом перестала. Прошло много времени, я поступил в университет, переехал в Киев. У меня появилась прекрасная девушка, которую я сильно люблю, а Веронику больше я никогда не видел. Понимаете, насколько я бы не хотел ее забыть, трудно забыть то, чем ты жил последние 2 года.